Всем привет! 24 марта памятнику Тарасу Шевченко в Харькове исполнилось 90 лет. За свою долгую жизнь монумент пережил немало приключений. Чудом уцелел во время Второй мировой войны, стал центром революции достоинства в Харькове и вдохновил на творчество множество литераторов от Рильского до Жадана. Для его постамента позировали легендарные украинские актеры. Постамент был черного цвета. Харьковского Шевченко часто называют самым красивым в мире. Но красота – это понятие субъективное. Поэтому в этом видео упомянем о фактах, связанных с Харьковским Кобзарем. Как ни странно, до 24 марта 1935 года в Украине не было памятников поэту в полный рост, лишь небольшие бюсты. Таков был и первый украинский монументальный кобзарь, который в 1900 году поставил в собственном саду в Харькове банкир и меценат Алексей Алчевский. Тот Шевченко стоял у забора так, чтобы все желающие могли его рассмотреть, но в то же время на частной территории, чтобы не нужно было иметь разрешения от российских имперских властей. Сейчас тот легендарный Шевченко хранится в Национальном музее Тараса Шевченко в Киеве. Харьковский Кобзарь авторства скульптора Матвея Манезера и архитектора Йосифа Лангобарда имеет высоту 5,5 метров. В то время это была самая высокая бронзовая скульптура во всем Советском Союзе. Он стоит на постаменте высотой более 16 метров. Памятник мог быть на площади Конституции. Именно там сначала планировали установить первого украинского полномасштабного Шевченко. Продолжался конкурс проектов, но дату установления монумента уже назначили на 7 ноября 1930 года. На тогдашней площади Тевелева коммунальщики даже успели расчистить постаментную площадку. Но конкурс не задался. Несмотря на то, что участники Советского Союза и даже европейских стран прислали более 100 эскизов, ни один из них не понравился жюри, потому что не соответствовал стилю социалистического режима. Поэтому конкурс продолжили. В итоге победил проект Матвея Манезера, рисовавшего эскизы на основе последних автопортретов и фотографий Тараса Шевченко. Между тем, Кобзарю нашли новое место в Харькове. Не на площади, а в саду Шевченко. Вот только на этом месте стоял памятник основателю Харьковского университета Василию Каразину. Но советские чиновники решили, что буржуазного деятеля следует сменить на поэта-революционера. Памятник, который там стоял с 1907 года, демонтировали, перенесли на Университетскую улицу и установили перед тогдашним зданием университета, где впоследствии открылся кинотеатр «Пионер». Памятник Каразину стоял на небольшом насыпном холме, который разровняли для нового монумента. Памятник Тарасу Шевченко в Харькове торжественно открыли в 1935 году, на 4 года раньше, чем монумент Кобзарю в Киеве и памятник на его могиле в Каневе. Согласно первому замыслу, большую по размерам голову Шевченко должны были установить на цилиндрическом постаменте с барельефом повстанцев на коленях и в кандалах. Во втором варианте поэта хотели поставить на низкий пьедестал с изображением персонажей из его произведений. И только третья версия проекта удовлетворила скульптора и обеспечила победу в конкурсе. В этом варианте автор сохранил концепцию с персонажами, разместив их в полный рост по спирали вокруг подножия фигуры Кобзаря. Для того, чтобы реалистично воссоздать образ поэта, художник тщательно изучал внешность и характер Шевченко по его произведениям, переписке, автопортретам. К отображению персонажей скульптор тоже подошел ответственно. Для них ему позировали актеры Харьковского театра «Березиль». Наталья Ужвий примерила образ Екатерины, Амвросий Бучма – крестьянина с жерновами на плечах, Олесь Сердюк – крепостного со связанными руками.
Позже в честь этих актеров назовут улицы на Салтовке в Харькове. Кроме этого, скульптуру Тараса Шевченко окружают 16 динамических фигур, расположенных на пьедестале. Они изображают героев поэта, а также современников скульптора. Постамент, на котором стоит бронзовый кобзарь, сделан из лабрадорита – магматической горной породы. В те времена советские власти любили лабрадорит за то, что он обладает свойством красиво переливаться на солнце. Для памятника Шевченко использовали 400 тонн этого лабрадорита, который доставляли в Харьков в 25 вагонах. Впоследствии постамент облицовали серыми плитами. Самое трудное военное время в 40-х годах монумент пережил почти без потерь. Когда гитлеровская Германия в 1941 году, а затем и в 1943 годах оккупировала Харьков, солдаты вермахта разрушили немало памятников в городе. Но Шевченко не трогали. Существует несколько версий, почему так произошло. Скорее всего, оккупанты планировали использовать Кобзаря для собственной пропаганды, ведь он был борцом с российскими имперскими властями. Тарас Шевченко не ассоциировался у немцев ни с чем советским, а они разрушали прежде всего коммунистические памятники. Во время оккупации нацисты даже фотографировались у памятника Шевченко. Известны снимки, где офицеры вермахта стоят рядом с монументом. По одной из версий они не тронули Кобзаря, в том числе и из-за красоты памятника. Он вроде бы понравился немцам. Так Шевченко простоял на своем месте до августа 1943 года. Статуя поэта полна динамики. В слегка склоненной на бок голове, в энергичном жесте правой руки и вообще во всей фигуре Шевченко просматривается готовность к действиям, целеустремленность, внутренняя напряженность, что должно было акцентировать образ Тараса Григорьевича как поэта и художника-революционера. Целостности добавляет гневный жест, прочно сжатая в кулак рука. По замыслу скульптора, рассматривать фигуры внизу постамента нужно в последовательности композиционной спирали, начиная от Катерины и двигаясь против часовой стрелки. Возле памятника Шевченко развернули первый украинский флаг в Харькове. Это произошло 1 июля 1989 года, еще при Советском Союзе. Уже тогда молодые участники национального движения время от времени собирались у Кобзаря отметить праздник или почитать стихи. В тот день члены Союза украинской молодежи возлагали цветы к памятнику, а после церемонии развернули флаг. Харьковский Шевченко вдохновлял многих украинских литераторов. Максим Рильський посвятил открытию монумента эссе «Величный памятник великому», которое в том же 1935 году напечатала литературная газета. Белорусского поэта Янка Купалу церемония открытия вдохновила на публицистику. Современные поэты тоже не оставляют Кобзаря без внимания. На фото Сергей Жадан и Святослав Вакарчук возле Кобзаря весной 2022 года. А еще памятник Шевченко стал центром революции достоинства.
Сначала харьковские евромайдановцы отнюдь не планировали собираться в саду. Местом для протестов осенью 2013 года они избрали площадь Свободы. Но тогдашний глава горсовета Геннадий Кернес приказал оградить площадь забором под предлогом установки новогодней елки. Поэтому протестующие переместились к памятнику Шевченко. Затем там начали проводить концерты и митинги. Призыв «Собираемся у Шевы» стал своеобразным лозунгом для своих. Впоследствии возле памятника отпевали погибших героев Небесной Сотни, а в первые годы войны – защитников, погибших на Донбассе. Тарас Шевченко никогда не бывал в Харькове. Но харьковский памятник поэту считается лучшим из 250 шевченковских монументов в мире. Выполненная с соцреалистическим размахом скульптурная композиция в 2000 году решением горисполкома включена в список 12 символов города. За время своего существования памятник оброс байками, приметами и тем, что можно было бы назвать городскими поверьями. Среди статуй, расположенных вокруг постамента, скрыто тракторное колесо. Считается, что тот, кто самостоятельно сумеет его рассмотреть, найдет свою любовь и останется навсегда в Харькове. Если не удастся отыскать колесо, есть более простой вариант – стать удачливым. Для этого следует прикоснуться к пальцу на ноге лежащего гайдамака. Отыскать его проще простого, поскольку желающие снискать благосклонность фортуны отшлифовали палец до золотого блеска. Некоторые студенты уверены, что если прикоснуться к сапогу рабочего, то ближайший экзамен будет сдан без проблем. Одна из самых загадочных фигур – сельский труженик в широкополой шляпе. В левой руке он держит колосья злаковых, в правой – инструмент, чрезвычайно похожий на разводной гаечный ключ. Какой подтекст вкладывали в данную фигуру создатели, неизвестно. Но не исключено, что мы имеем дело с обыкновенным ляпом, без которых зачастую не обходятся даже самые гениальные творения. В середине 70-х годов прошлого века памятник оказался в эпицентре любопытного пари. На кону стоял не то автомобиль, не то некая совершенно неприлично огромная по тем временам сумма. Один из участников спора утверждал, что второй не сможет сосчитать количество человек на памятнике. Второй спорщик насчитал 17. 16 фигур вокруг постамента плюс, собственно, сам поэт. И проиграл пари, потому что не заметил младенца на руках у Катерины. Памятник Шевченко сегодня – место, где харьковчане проводят праздники, посвященные Украине. День соборности, День независимости и самому поэту. В 2022 году, в канун дня рождения памятника, его решили защитить от обстрелов. В те времена Харьков находился под непрерывными обстрелами. Россияне били из всех видов вооружения. Поэтому 23 числа по просьбе Сергея Жадана Харьков-Зеленстрой начал обкладывать монумент мешками с песком. На это понадобилось 2 суток и 15 тысяч мешков с песком. Транспорт тогда не ходил, поэтому коммунальщики шли к памятнику пешком. Им помогали добровольцы. С того времени памятник Шевченко остается под зеленым конусом.